Всем привет! Привет! Вы в Испании. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Сегодня мы хотим поделиться историей наших знакомых, которые уже давно хотели переехать в какую-либо другую страну. И вот их историю мы расскажем, почему они не выбрали Испанию, почему они не купили здесь недвижимость, хотя очень хотели в определенный период времени. Вот об этом пойдет сегодня речь. Наши знакомые, они из Санкт-Петербурга. Они хотели переехать во Францию. То есть им нравилось все. Они рассматривали покупку домика, да, ты правильно говоришь, в Нормандии, потому что они хотели открыть там ресторанчик. Им нравится французская кухня, вино. В общем, все нравилось. Но, вероятно, насмотревшись наш канал, наслушавшись нас, так как мы много общались, они стали исследовать еще и Испанию. Вот 2 года они изучали Испанию, смотрели север, юг, где они были. Мы ездили в Кантабрию, Астурию, там Галисию проехали. Хотели с океаном, с видом, искали место с видом на океан. Да, в Барселоне они были, в Мадриде. Ну, в общем, они сразу сказали, север они отмели от себя сразу, потому что они сказали, это шило на мыло. В Санкт-Петербурге влажно, прохладно. Север тоже такой же, прохладный, сырой. Я знаю, что некоторые туда переезжают, потом возвращаются обратно на юг Испании. В общем, север они от себя отмели по погоде, климату, депрессивности. Ну, для них это, я их историю рассказываю. Но так как они люди еще и занятые, им нужно было, они рассматривали в дальнейшем открыть бизнес, то есть ресторанчик. Ну, вот север они посчитали, что там и для развития бизнеса не очень. И вообще они пришли в какой-то момент, что а нужно ли в Испании открывать здесь налоги и так далее. Почему у них не получилось в Испании? Потому что в Испании 3 апреля 2025 года закрылись золотые визы. То есть сейчас мы вам немножко расскажем для тех, кто не знает, что такие золотые визы. Суть была в том, что для того, чтобы открыть здесь бизнес, они не хотели здесь жить постоянно, как вот мы живем, а получить золотую визу, чтобы можно было путешествовать, жить в разных странах, ну и иметь бизнес. Для того, чтобы получить эту золотую визу, кто не знает, то есть это нужно было приобрести недвижимость от 500 тысяч евро денежек, соответственно, и выше, и вы получаете резиденцию, соответственно, много преференций, различные плюшки. Там, я не буду сейчас подать в подробности, смысла нет, потому что эта виза, в общем-то, золотая, она закрылась 3 апреля 2025 года. Мы с ними эти 2 года, мы им рассказывали, что посмотреть, куда съездить. Мы смотрели с ними, кстати, вот здесь у нас в Пунта-Прима на побережье квартиры. Да, в одном из роликов у нас есть кадр. Тоже во-первых, они рассматривали, конечно, определенного ценового сегмента, то есть свыше 500 тысяч, от 500 и выше, под эту резиденцию. Соответственно, мы смотрели такое жилье, мы им давали какие-то рекомендации свои, где мы видели, что мы знаем. Вот. Они много пересмотрели, решили, что север это однозначно нет, Барселона, это слишком тоже много, там народу и свои какие-то особенности. Мадрид это столица. А они решили все-таки, что юго-восток, юг, то есть наша вот провинция Аликанте и так далее. То есть это было бы приемлемо, но в связи с тем, что программа золотых виз закончилась, все у них, они не успели. Но как они выкрутились из этой ситуации, это ребята очень активные, это предприниматели, и это семейная пара очень активная, молодая. И вот как они выкрутились, они не сдались, они выбрали для себя новое решение, мы сейчас о нем вам расскажем. Они не успели по каким-то своим личным моментам, я не буду сейчас подать подробности, раскрывать какие-то их тайны, это не в этом смысл, но так как они также очень много путешествовали, были в разных концах нашей необъятной планеты, были в разных странах, и в азиатских странах, и в Дубае, и в европейских, то есть очень много путешествовали. У них есть представление еще и о такой замечательной стране, как Арабские Эмираты, и в частности о Дубае. И вот тогда они уже вспомнили наш тоже какой-то опыт приобретения недвижимости в Дубае. И сказали, ребята, может, мы рассмотрим это, дайте координаты вашего риэлтора, она тоже наша подруга, у нее семейный бизнес, и мы давно знаем, дружим, она помогала нам приобретать недвижимость, она управляет нашей недвижимостью в Арабских Эмиратах. И вот с ней они пообщались, и вы знаете, то есть они выбрали для себя вариант
и именно рассмотреть Дубай. Вот сейчас они в процессе. Немножко расскажем мы, наверное, чем он привлекательный, но опять-таки это видео, это не реклама каких-то услуг или навязывание, что вот не покупайте здесь, покупайте там. Мы делимся Своим опытом. опытом, да. В данном случае опытом наших знакомых. И я уже объяснила, почему Испания им не подошла. Прежде всего, потому что нет виз. То есть смысл им приобретать здесь дорогую недвижимость, открывать бизнес, если они не имеют преференции. Вот они это не увидели для себя. Ну, к тому же они проанализировали налоги на бизнес, еще какие-то моменты, и решили, что Даже в Испании мы будем только отдыхать. тот момент, то, что мы ходили и пытались открыть счет в банке, ну, тут столько таких препонов, которые, ну, вот в Арабских Эмиратах, вот мы по своему опыту можем сказать, что решаются намного проще. То есть покупка квартиры в Арабских Эмиратах у нас заняла 1 день. Открытие счета, ну, 1 поездка в банк, и счет открыли там в течение 2 недель. Ну, вот все такие моменты, то есть можно решить получение ВНЖ, если в Арабских Эмиратах, не знаю, Татьяна, ты уже сказала или нет. Нет, мы до этого еще не дошли. Вот, получение ВНЖ занимает порядка 2-3 недели, это с учетом комиссии, там, со всеми подачами, с фотографиями и так далее и тому подобное. Сейчас мы продолжим эту тему. Уже показывали, кстати говоря, у нас есть ролики на канале, как кто только недавно присоединился, можете посмотреть по Дубаю. Вообще это технологичная, конечно, страна, там все намного быстрее, чем в Испании. Вот они Испанию, они оценили, что она достаточно медленная. При нашей любви к этой стране, я могу сказать, да, у них там в цифровой среде с отставанием, в разных технологиях с отставанием, опять-таки налоги, какие-то моменты там. Они сказали, что здесь, конечно, будет немножко им скучно в плане бизнеса, откат назад какой-то, и поэтому вот даже с этой точки зрения они рассматривают Дубай, потому что это более современное, более технологичное, более какие-то, они стремятся к чему-то новому, во всяком случае, вот на сегодняшнее время это так, что будет завтра, где и в любой стране, мы не можем знать, это мы не гадалки, даже экономисты не всегда могут это просчитать, то есть есть аналитика какая-то, но тем не менее с уверенностью на 100% никто не может сказать, что вот будет так или иначе в той или иной стране. Вкладывайте сюда или туда. Но делиться опытом всегда полезно. И вот они рассмотрели для себя Дубай, и уже в процессе, в общем-то, там решения своих легализации, покупки недвижимости и так далее. И, кстати, там очень интересное место, мы вам показывали, Дубай-Марина, это вот как пример. Я знаю, что я не скажу, где они выбирают, но я знаю, что они это посещали место. И они были, конечно, в шоке, что за эти же деньги они могут там купить гораздо более высокий уровень жизни. Про ВНЖ скажи. Но пока про строительство и уровень жизни. То есть они посмотрели, что прекрасный вид, яхты, залив такой красивый, выкопанный искусственным образом. Тут же торговые центры, бизнес-центры. В общем, вся инфраструктура, она рядом. И к тому же они очень активные, молодые, им нужно общение. И там очень много и наших соотечественников, и единомышленников, и каких-то и айтишников, и бизнес-пространства, то есть какие-то технологические парки. Очень много выставок проходит, каких-то мероприятий. Выставки, там, очень много конференции, концерты, оперы. В общем, они были просто впечатлены. Ну и про то, что, конечно, резиденцию, там, по-моему, от 200 тысяч евро, если вы покупаете квартиру, вы на 2 года получаете резиденцию, от 550, если я не путаю цифры. 2 миллиона дирхам. Да, на 10 лет, соответственно, резиденция. Ну, она с правом продления, главное не избавляться от недвижимости. Соответственно, им легче счет открыть в банке, легче начать бизнес, наверное. Но бизнес это отдельная тема, потому что налоги на бизнес очень низкие. На физлиц налог составляет 0%, на 0, а на бизнес там 5-6%. То есть это несопоставимо. Они прикидывали здесь в Испании порядка 47% корпоративный налог получается. И решили, что мы собираемся все-таки зарабатывать себе и инвестировать деньги в свои нужды. Кстати, Алексей сейчас вам покажет. Вот мы, некоторые говорят, что на юге супер жарко. Сейчас у нас апрель lluvia mil, как говорят испанцы. И у нас уже несколько дней идет дождь. Дождь был в марте практически 3 недели. Поэтому юг, он не жаркий, как некоторые считают, что вот совсем прям жара здесь только в июле и в августе. Но в это время можно прекрасно съездить в Норвегию, в Исландию, в Финляндию, в Эстонию. Кому куда нравится. Может, в Ленинградскую область или еще куда-нибудь. Вот. Поэтому
все надо познавать на личном опыте. Дождей и у нас тоже хватает. Ну и плюс к этому, конечно, коммунальные платежи. Все всегда тоже интересуются, сколько платим мы здесь, сколько мы платим в Арабских Эмиратах, так как мы имеем недвижимость и там, и здесь. Могу сказать, что там, конечно, там вкуснее иметь, привлекательнее, потому что, как Алексей уже много раз рассказывал, если вы там не живете, соответственно, вы не платите за воду, свет и так далее. То есть нет таких абонементной Обязаловки такой, да? обязаловки, да, которые есть в Испании. А в Испании надо платить. И, кстати, электричество сейчас подорожало значительно. То есть ценник у нас подрастает. Это в сторону надо обращаться солнечных панелей. Кстати, мы этим тоже занимаемся в Испании. Так что обращайтесь, если вы решите немножечко сэкономить. Или, я бы сказала, я не люблю это слово, я люблю больше оптимизировать свои траты. Если вы захотите распределить свои денежные средства так, чтобы было все очень разумно, поэтому мы можем помочь вам с установкой солнечных панелей, с проектом и так далее. Алексей как раз руководит этим направлением и занимается непосредственно проектами и так далее. Но, опять-таки, обращайтесь на WhatsApp и Telegram только в том случае, если вы решили реально это для себя установить, либо вы все-таки рассматриваете это и хотите точно знать какие-то выгоды для себя. Образом, наши знакомые сейчас находятся в стадии при приобретении и оформлении недвижимости и резиденции, открытия счета. Подробности я опять-таки не раскрываю. Моя цель была и наша цель с Алексеем была просто поделиться с вами информацией, потому что некоторые говорят, ну вот что же делать, мы не успели эту визу получить, что же теперь цифровой кочевник, то, сё, 5-10. Ну вот наши знакомые, они сказали, что мы хотим там получить, где дают резиденцию, где открывают проще счет, где проще вести бизнес. На сегодняшний день это так. Опять-таки хочу сказать, это наш опыт. Опыт только на данный момент. Что будет завтра, никто не знает, поэтому загадывать не стоит. Но они, в принципе, счастливы. Опять, вот многие говорят, там жарко, но жарко там 6 месяцев в году. Но после Санкт-Петербурга терпимо, тем более в жаркие месяцы можно уехать. Тем более, что каждое жилье, оно оснащено кондиционером, машины тоже. Кстати, приобрести автомобиль там тоже гораздо проще, Намного чем проще, да. в Испании. Ну и вообще там все пространство, ну, в кондиционерах, Нет, музеи и так основное, далее. что Проблем нет с этим. дело в том, что виза, которая резидентская, да, вот эта ВНЖ, которая дается в Арабских Эмиратах, она позволяет не находиться в стране. То есть в Испании такого Да, нет. да, В Испании да. была золотая виза, вот так же действовала, сейчас этого нет. Другие способы получения резиденции предполагают, что вы будете находиться здесь, в Испании. А в Арабских Эмиратах Да, и это тоже. И ну, многие разные преференции есть. Я думаю, что в рамках нашего видео мы не будем все это рассказывать. А если вам нужна будет какая-то консультация, вы пишите нам под видео, мы сориентируем вас, свяжем вас с нашим риэлтором, и она с удовольствием вам расскажет. Расскажет, может быть, какие-то объекты покажет Дубай, если вы будете посещать Дубай, что-то или дистанционно. продать может. Может продать, управлять, помочь открыть счет в банке. Ну, во всяком случае, расскажет все варианты, все ваши преференции, которые вы там будете иметь. Ну, а наша цель просто с вами поделиться этим. Я знаю, что сейчас модно стало на нашем побережье покупать квартирки и домики в Астурии на севере Испании. Мы там бывали, замечательный регион, красиво, но для нас и вот для наших друзей это пропутешествовать только летом, в июле, в августе, когда здесь жара, как вариант. Можно туда, если не в Финляндию. Но Ну, на самом деле мне на больше самом нравится деле Пиренеи. Пиренеи, Пиренеи, да, да. мне Пиренеи больше нравится. больше. Но на самом деле, ну, Пикус де Европа, конечно, красиво в Астурии. Все, у нас есть видео, но видео закрыто, видео для спонсоров. Сейчас уровня поклонник. Вы можете посмотреть. Также у нас есть там ссылочки на гид по Астурии, интересные места, фермы, в общем, много интересного. Почему я это закрыла? Я посчитала, что я не хочу рекламировать никакой, пропагандировать, популяризировать какой-либо регион в Испании, а так как
как это видео набрало очень много просмотров, и оно может использоваться, и я знаю, что кто-то использует это в целях рекламы для продажи какой-то недвижимости, поэтому я его закрыла для того, чтобы туда выходили только люди, которые реально хотят поддержать нас и посмотреть, именно познакомиться с этим регионом не с целью коммерции, какой-то выгоды, а с целью получения информации. Я думаю, что это объективная цена и удобоваримая, и поэтому вот такое мое было решение закрыть такие видео и кстати, сделать там их только много для таких. спонсоров. Все наши впечатления, все, что мы там были и летом, и зимой, вы можете увидеть там. А в целом я хочу сказать, что Испания, она самодостаточна. Здесь много регионов, и ни один из них мы популяризировать не будем. Жить можно там, где вам нравится, где хорошо. Ну вот еще раз могу сказать, что много других стран есть. И кому-то нравится Франция, кому-то нравится Бельгия, кто-то у нас, друзья, есть в Финляндии. И нам тоже очень нравится Финляндия. И вот наши знакомые купили и в Дубае, в Арабских Эмиратах. Сюда они будут приезжать просто отдохнуть. Вот эту информацию я хотела вам сегодня донести, дорогие друзья. Мы с Алексеем поделились опытом наших знакомых. Надеюсь, что это будет вам полезно. Все ссылочки у нас есть для связи. И можете писать нам, если у вас остались вопросы по Дубаю и по недвижимости Дубая. Все, дорогие друзья, на этом всем удачи, добра, хорошего настроения. Как обычно, адиос амигос. Увидимся вновь. Чао-чао. Чао. Пока-пока.